2016 год был 5 лет назад. Очень хорошо начать свой рассказ именно с этого факта. За 5 лет комьюнити Counter-Strike на самом деле, так же как и я, могло изучить баг, о котором я буду говорить. И возможно кто-то из вас его и знает. Все же не нужно пинать меня за то, что по CS 1.6 крайне сложно находить информацию из-за сильной децентрализации сообщества. Тем более о багах в CS 1.6 не существует отдельной Википедии. Но если я не смог найти больше информации про него, то с радостью расскажу все с нуля исключительно по моим наблюдениям. О баге можно узнать из разных источников с начала 10-х годов, поэтому я беру приблизительную формулировку, которая там была. Если вы, будучи террористом, заплантите бомбу на точке А на карте DDoS 2 и встанете в кое-какую волшебную позицию, то после взрыва бомбы в начале следующего раунда вы получите 7000 игровой валюты. Я 5 лет назад сильно заинтересовался этим багом и занялся поиском подобных точек на других картах. Я их в результате нашел. И нашел я их очень много. И уже тогда я сформулировал следующую теорию, которая идеально работала. Для того, чтобы получить 7000 игровой валюты, необходимо встать на любой угол или конец стены или объекта и находиться в зоне поражения бомбы. После взрыва бомбы вы получите свой капитал. В доказательство я предоставил такую карту, которая так и говорила о том, что подобная махинация повторима для всех желающих. Правда, комьюнити CS так никто и не оценил старания этой интерпретации, и у всех на слуху всегда останется баг с одной волшебной позицией на карте DDoS 2. Так можно было бы и забыть об этом баге еще на 5 лет, если бы не это. Да, игрок только что стоял на самой тупой неволшебной точке и в результате получил 7000. Это значит, что какого-то черта теперь все работает не так, как ранее гласила интерпретация. Поэтому представьте следующее объяснение. Существует два радиуса от бомбы, которые говорят о том, где вы можете получить денежную сумму, а где не можете. Если вы будете находиться слишком близко к бомбе, то вы подпадаете под первый радиус. Вы умрете и не получите денежную сумму. Но сразу скажу, что на некоторых картах первого радиуса нет, или он как-то не так работает. Находясь уже во втором радиусе, подальше от бомбы, но не очень далеко, вы можете получить 7000 игровой валюты. Баг не будет работать, если в каждой команде минимум по одному игроку. Так что если вы думали, что сможете поднять таким образом себе экономику на фасткапе и получить годлайка, то передумайте поскорее. Также баг не будет работать, если сервер запущен не на Half-Life Dedicated Server, так как его альтернативы в курсе о технической части этого бага. Откуда же могла появиться эта волшебная сумма в 7000? Посмотрите на эту табличку, и все встанет на свои места. Из этих всех вариантов побед только с одним исходом будет простая математическая операция, в ходе которой получится 7000 валюты. Это Т, победа, взрыв бомбы. 3500 валюты. 3500 умножить на 2 – 7000. Вот откуда она появилась. Также стоит подметить, что если игроков в зоне выдачи денег будет двое, то 3500 умножится не на 2, а на 3. И в результате каждый террорист получит 10500. Если будет 3 игрока, то получите 14000 из-за умножения 3500 на 4. Из популярных упоминаний этого бага можно отметить только гребаную легенду DreamX Leo, который в 2021 году еще каким-то образом снимает гайд, как поменять руку в CS 1.6. Он также 5 лет назад делал видео об этом баге, но рассказывал только об одной волшебной позиции на DDoS 2. На вопрос, почему оно умножается и почему вообще все именно так работает, я ответить не могу, так как я не разбираюсь в программном коде Counter-Strike. И вся эта информация — это крайне точная интерпретация. До 100% правды очень близко, но все же не 100%. У аппарата звукозаписи был Эрик Максимец. Отдельное спасибо ATmega за некоторую информацию и потраченное время.